Привет, друзья! Сегодня я начинаю новое приключение. 100 дней на хардкоре в Sims 4. Это значит, что я буду играть самыми реалистичными и жестокими модами, которые существуют в этой игре. Мой Сим будет жить в аду, где он будет сталкиваться с болезнями, голодом, холодом, стрессом, насилием и смертью. А еще он не будет иметь ни копейки в кармане, потому что я купил ему только пустой участок земли. А все остальные деньги я просто удалил из его кошелька. Скажу сразу, у меня не сразу это получилось, так как мой первый персонаж просто утонул в бассейне. И вы спросите меня, а как так получилось? А я отвечу вам, что оказывается был мод на реалистичное плавание, и мой персонаж просто не умел плавать. А я не знал об этом, потому что все моды устанавливал не я, а моя жена. Итак, моя цель заработать достаточно денег, чтобы построить дом, достичь пика жизненного пути, создать полноценную семью и не погибнуть от болезней или бандитов. Создаем нового Сима. Я доверился рандому игры с внешностью персонажа. Далее выбираем черты характера нашего персонажа и жизненную цель. Он хочет стать мировой знаменитостью. По чертам он карьерист, творец и самоуверенный. Выбираем имя персонажу. О, Джеред. Мне нравится, поэтому фамилия у него будет Лето. А так как стиль у Джареда не подходит, немного поправляем ему прическу и можем отправлять его в город. Выбираем город Виллоу Крик, и он просто понравился больше всего. Покупаем самый большой участок, так как деньги позволяют сделать это. И удаляем все деньги с помощью чита. Да, у меня есть читы, но я воспользовался ими только один раз, чтобы удалить у персонажа все деньги. Я хотел сразу устроиться на работу, чтобы начать зарабатывать хоть какие-то деньги. Но оказалась проблема в том, что работу можно найти только через интернет, а он не оплачен, соответственно, я не могу найти себе работу. Поэтому, немного подумав, я изучил карту города и пошел в парк. Думаю, там все бомжи собираются. Так как Джаред хочет стать мировой знаменитостью, решил практиковаться в пении. Но честно, навыков у него не было, и он фальшивил как только мог. Но одному из посетителей этого парка понравилось пение Джареда. Или же из жалости, но дал ему он 2 гривны. Тут я понял, что даже будучи бомжом можно зарабатывать неплохие деньги. По крайней мере, голодным не останусь. Поэтому я и дальше стал практиковаться в пении, привлекая все больше симок к своей персоне. Им нравилось мое исполнение, и они активно давали мне деньги. Уже сейчас перед глазами у Джареда начали мелькать красивый особняк, куча машин и толпы фанатов бегают за ним, чтобы взять автограф. Но мочевой пузырь спустил с небес на землю, и Джаред осознал, что пока он никто в этом мире. И денег, заработанных таким путем, хватит только, чтобы поесть. А еще нужно где-то найти ночлег. И взор его упал на ночной клуб «Синий бархат». Джаред увидел, что тут можно неплохо обосноваться на первое время. Ведь на баре есть бесплатные чипсы, играет музыка, и можно потренироваться в пении за микрофоном. Может быть, даже удастся собрать приличный капитал пожертвования от посетителей. Начали приходить гости в этот клуб, и не так активно, но все же донатить Джареду за его старания. После такого тяжелого дня наш герой устал, и ему ничего не оставалось, как подремать на лавочке у клуба. Но так как Джаред не мог нормально отдохнуть на лавочке, хозяин этого клуба сжалился над ним и выдал раскладушку на ночь. Так ему удалось хоть немного восстановить силы. На утро Джаред решил отправиться к своей новой знакомой в гости, а именно к Саммер Холлидей. Чтобы привести себя в порядок, может быть, даже удастся поспать на нормальной кровати. Новая знакомая жила не одна, а еще с 2 друзьями. Но ничего страшного, ведь мы пришли сюда больше не к ней, а к благам цивилизации. Сразу же после приветствия Джаред отправился в душ, но Саммер была не рада этому, и поэтому попросила не мыться в их душевой кабине. Я, конечно, все понимаю, но врываться так малознакомым мужчиной в душ, это наглость, конечно, с ее стороны. После душа Джаред осмотрел дом и увидел гитару. Он попробовал сыграть на ней, ему очень понравилось, как она звучит, и он решил, что будет прокачивать не только свой голос, но и умение играть на гитаре. Через некоторое время перебирания струн, Джаред понял, что дома никого нет, и значит, это его шанс спокойно принять душ, зная, что никто не придет его выгонять. И раз никого нет, можно и поспать в нормальной кровати, пока хозяева этого дома не пришли назад. Поспав тогда вечером, нас выгнали из дома вернувшиеся хозяева, так что я решил к ним больше не заходить, так как они негостеприимные и злые люди. После этого Джаред решил сразу пойти в ночной клуб, потренировать свое мастерство в пении и заодно заработать немного денег. После того, как Джаред начал петь песню, пришли люди и начали донатить нашему главному герою. И у него немного продвинулась жизненная цель – стать популярным. И он заработал 1 звезду славы. А всего таких звезд 5. Значит, мы на верном пути, но пока и без денег. Следующие 2 дня Джаред, можно сказать, жил в клубе, прокачивал свои навыки в пении, ел бесплатную еду, общался с посетителями, спал на раскладушке, которую забыл убрать хозяин клуба, а в душ ходил в спортзал, который находился по соседству. Как только Джаред заработал первую 1000 гривен, он решил, что пора возводить на участке свое жилье. Жилье, блять. Это на французском что-то. Как только Джаред заработал первую 1000 гривен, он решил, что пора возводить на участке свое жилье. Хватило только на небольшое помещение, как говорится, маленькое, зато своя. Поняв, что денег больше нет, а жить в такой коробке пока не получится, так как там внутри ничего нет из мебели и техники, Джаред решил отправиться к своим соседям в гости. Это семейство Год, и у них шикарный особняк. Думаю, они не будут против, если наш герой помоется в их ванной.
Но что за привычка вырываться в ванную комнату, когда она занята? Что за невоспитанные люди кругом? Джаред решил попробовать стать лучшим другом, а может быть и больше другом для Беллы. Может быть тогда Джаред сможет спокойно расхаживать в этом доме, не боясь, что его отсюда выгонят. Закрыв все свои основные потребности, Джаред отправился в клуб, чтобы заработать как можно больше денег. Он уже более уверенно чувствовал себя в окружении внимания и почти не фальшивил, и за ночь смог заработать чуть более 407 миллионов. Для нашего героя на данном этапе это очень хороший заработок. Я уже даже начал задумываться о том, что может и не нужна нам эта работа. На утро Джаред отправился опять к своим соседям Готам, чтобы привести себя в порядок, поспать, поесть, помыться и уйти зарабатывать деньги. Помыться в ванной сразу же не удалось. Белла опять недовольная пришла нас выгонять оттуда. После этого Джаред решил лечь в свободную кровать, чтобы поспать. И у него это удалось. Его никто не выгнал с кровати, он наконец-то смог выспаться. После сна он сразу же отправился в его уже любимый ночной клуб, чтобы заработать денег. В один из моментов Джаред получил вторую звезду знаменитости. Скоро он будет очень популярным и постепенно закрывается цель его жизни. Заработав еще 1000 тугриков, мы отправляемся на участок к Джареду, так как уже хватает на небольшое обустройство этого домика. Покупаем душевую кабину, кровать и унитаз. Все самое дешевое. Также я решил установить окна и крышу, а то вид как у бункера. Но так как мне не хватило денег на подключение воды и электричества, Джаред отправился опять к своим соседям, чтобы принять ванную. Но в удивление его никто оттуда не выгнал. Но вот спать я решил отправить Джареда в свой дом, чтобы уже не смущать хозяев особняка. Как всегда, после сна отправляемся в клуб, чтобы заработать немного денег. И как всегда, это заняло целую ночь. И на утро уставший Джаред понял, что он сможет подключить свой дом к электричеству, воде и интернету. Только вот пришлось отдать почти все деньги, заработанные за ночь. Но в то же время не нужно никуда ходить, чтобы помыться или сходить в туалет, а все можно сделать уже у себя в доме. Единственное, что осталось докупить для нормального существования, это холодильник. Поэтому отправляемся к нашим любимым соседям, чтобы из их продуктов приготовить себе завтрак. Правда, Белла не оценила наш порыв и опять нас выгнала из дома. Я решил, что раз мы уже начали готовить себе завтрак, то нужно его закончить. И как минимум съесть. Во время поедания завтрака к Джареду подошла Белла, и они разговорились. И, видимо, между ними промелькнула какая-то искра, что они поцеловались. Джаред был в шоке, но не подал виду, и еще раз поцеловал Беллу. В какой-то момент я подумал, что может случиться драка между мужем Беллы и Джаредом, но все обошлось, ведь он ушел на работу и ничего не видел. Зато теперь Белла уже была не против, что Джаред принимал ванну или готовил у них на кухне, что не может не радовать. И пока я сам лично отходил от происходящего, что совершенно забыл, что у нас тут теперь есть интернет, и Джаред сможет устроиться на работу. Лучше всего ему подходит карьера музыканта, так что берем ее. На следующее утро Джаред решил сходить в спортзал, чтобы немного привести себя в форму. И в этот момент в этот зал пришел один из участников местной бандитской группировки. Он сразу же начал словесно всех оскорблять. А чтобы все поняли, что он не шутит, ударил Джареда в лицо. А кто также не верил, что он тут теперь главный, начал демонстративно избивать у всех на глазах. Благо после этого, успокоившись, обидчик просто ушел. После тренировки Джаред отправился в клуб, чтобы заработать деньги на холодильник. Как всегда, он там пел целую ночь, но зато сумел накопить нужную сумму, и вот уже полноценное жилье готово. И Джаред стал независимым ни от кого и может полноценно жить в своем доме. В этот же вечер возле клуба снова тот же бандит избил одну из девушек. Люди, которые были рядом, только осуждали его действия, но ничего не предпринимали, так как, возможно, боялись, что если тронуть этого бандита, на них может быть объявлена охота другими членами банды, и поэтому обычные семьи боялись за свою жизнь. Джаред в этом клубе уже не просто пел песни, но уже и сочинял свою собственную музыку, и на следующее утро продал свою композицию одной из студий, чтобы получать небольшой пассивный доход, который поможет ему выживать в этом суровом мире. И после продажи своей песни наш главный герой заработал 3-ю звезду знаменитости, и у него уже появились первые фанаты, и будут преследовать папарацци. После очередного дня на работе Джареду предложили повышение, но для этого нужен навык владения на гитаре, поэтому после окончания рабочего дня приобретаем себе гитару и учимся на ней играть. Поняв, что дома тренироваться игре на гитаре это пустая трата времени, Джаред отправился в клуб, чтобы, как говорится, и рыбку съесть, и... Дальше вы знаете. Но случилось то, что я никак не мог ожидать. Одной из жительниц Виллоу Крик стало плохо, и она умерла прямо возле входа в клуб. И так как все посетители ушли ее оплакивать, мне не перепадало никаких денег за мое выступление с гитарой. Но чтобы не отставать от всех, Джаред тоже решил поплакать. Через некоторое время прибыл судмедэксперт, заключив, что смерть не была насильственной, упаковал в мешок тело и унес с собой в кармане. Других предположений у меня нет. Впервые встретил свою фанатку. Она при виде меня упала в обморок. И я обратил внимание, что когда персонаж становится знаменитым, за ним начинают ходить симы, муравьи за куском сахара. Это забавная механика игры, которая хорошо проецируется в реальную жизнь. Что когда у тебя ничего нет, ты никому не нужен. Но как только ты обретаешь славу, резко у тебя появляются друзья. Придя домой после клуба, Джаред отправился на работу.
А после работы пришел домой и сразу же пошел спать. На следующее утро он снова отправился в клуб. Но утром в клубе очень мало посетителей, поэтому подзаработать почти не получилось. Поэтому днем Джаред отправился домой, чтобы набрать сил для вечера. И уже поздним вечером он отправился в клуб. Но при выступлении, хоть и людей было достаточно много, мало симов спонсировали нашего главного героя деньгами. Поэтому Джаред решил остаться подольше, ведь люди не расходились. Заработав немного денег симов, Джаред решил пообщаться со своими фанатами. И во время общения пришел тот самый бандит, который держит в страхе, наверное, весь город, и начал сбивать посетителя бара. Но, как всегда, люди лишь могли только осудить его действия. Вечером стало уже заметно больше симов в клубе, и деньги заметно начали подрастать в карманах у Джареда. Но вот случилась беда. Одна из фанаток попросила автограф у нашего героя, но он ей отказал в этом. Но он не знал, что она тоже член банды, поэтому от злости она поменяла ему имидж, и теперь он лысый. Не выдержав такого унижения, Джаред отправился к себе домой, чтобы морально прийти в себя, ведь он был подавлен и унижен, что ему хотелось только плакать под одеялом. После этого я решил расширить дом и провести перестановку мебели. И наконец-то отделить ванную комнату от жилого пространства. И как всегда на это ушли все деньги. Придя в себя, Джаред обратно отрастил свои роскошные локоны. Следующие пару дней прошли спокойно. Джаред ходил на работу и занимался своими повседневными задачами. В один из таких дней в гости пришла Белла и подарила нам статуэтку коня. Она довольно-таки милая девушка. И может быть стоит создать с ней семью? Джаред ведь не молодеет с каждым днем. Да и уже и площадь дома позволяет завести ребенка. Но пока я об этом думал, она ушла к себе домой. Но предложить переехать к Джареду все же стоит. После очередного рабочего дня нашего главного героя повысили на рабочем месте. Поэтому тратим все деньги на расширение дома и покупку новой мебели. Теперь у Джареда двухспальная кровать, чтобы Белла могла переехать к нему. На следующее утро Джаред решил сходить в спортзал позаниматься спортом. Но вездесущие папарацци не дают ему покоя. А также фанаты преследуют меня и не дают позаниматься своими делами. Вот что значит популярность. После пробежки Джаред решил сходить в душ, но его сосед по душевой кабинке меня очень сильно поразил. Он очень похож на Вандерхолма, если вы понимаете, о чем я. И ох уж эти фанаты, даже в душе не дают покоя. После всех водных процедур отправляемся на свидание с Беллой. Она пригласила Джареда в клуб «Синий бархат». Надеюсь, здесь не будет так много папарацци, а также фанатов, чтобы не испортить это свидание. Свидание проходило действительно хорошо, но вот поклонники Джареда обсуждали его и пытались привлечь внимание, что немного смущало Джареда, но он не подавал виду. На удивление, Белле понравилась наша встреча, и после этого свидания Джаред сразу же пошел на работу. После работы Джаред почувствовал себя очень плохо и пришлось обратиться к врачу. Правда, стоимость лечения оказалась почти половину бюджета Джареда. Вот до чего доводит работа. Через некоторое время в гости к Джареду пришла Белла. Они мило общались. В какой-то момент Джаред уже хотел спросить Беллу, сможет ли она переехать к нему. Но он знал, что она замужем и может ему отказать в этом. Поэтому он все не решался это сделать. После этого Белла ушла к себе домой. После очередного дня на работе Джаред схватил выгорание. Точно от работы одни только проблемы. Ну что ж, будем как-то справляться. И чтобы немножко развеяться, Джаред решил потанцевать. И да, это помогает. После того, как Джаред справился со своей хандрой, он решил отправиться в клуб, чтобы заработать денег. И как всегда, в клубе какие-то разборки. Будем надеяться, что Джареду в этот раз не перепадет. И да, Джареду не перепадало, но другим посетителям бара не повезло. Их избивала постоянно девушка с синими волосами. После того, как синеволосая девушка ушла, на ее место пришел парень и продолжил избивать посетителей бара. Как же им не повезло. На удивление, Джаред, наверное, единственный остался с целым лицом в этом баре. И после этого он отправился домой. После того, как Джаред отдохнул дома, он отправился в спортзал. И тут к нему подошла девушка, чтобы познакомиться. Я подумал, что это очередная фанатка, но не тут-то было. Это тоже какая-то звезда. Они немного пообщались, и Джаред решил пригласить ее домой, чтобы узнать ее получше. Девушку зовут Мегуми Ита. Когда Джаред общался с ней, он понял, что у них очень много общих тем, и они понимают друг друга с полуслова. В какой-то момент Джаред понял, что они нравятся друг другу. Они обнялись на прощание, и Мегуми ушла домой. Возможно, стоит ее пригласить еще раз к себе домой. После этого Джаред решил исполнить еще одну свою мечту, а именно созвать всех на фан-встречу. Место проведения, как всегда, Джаред выбрал ночной клуб. После этого игра дала задание, которое нужно выполнить, чтобы фан-встреча стала успешной. Так как поклонники к Джареду подходили сами, то и задания практически выполнялись автоматически. И к концу этого времени Джаред успешно выполнил все задания.
После этого Джаред весь день отдыхал дома, а вечером пошел на работу. И после того, как он ушел, к нему в гости пришел Дед Мороз. Гость открыл холодильник и просто начал уничтожать продукты Джареда, но благо починил колонку. Вот что-то радует. Как только Дед Мороз съел все продукты Джареда, он сразу же ушел. И после этого Джаред пришел с работы. После работы Джаред решил поспать, и пока он спал, я отходил от компьютера. И в это время он чуть не замерз до смерти. Хорошо, что я вовремя заметил, так бы и закончились приключения Джареда. Вечером к Джареду пришла Мегуми. Они мило общались, и перед тем, как она ушла, они поцеловались. Да, я знаю, что Джаред очень долго ухаживал за Беллой, или она за ним, но с Мегуми у них много чего общего, да и Белла замужем. И раз деньги позволяют, надо расширить свое жилье. И не только расширить, но и также привести его в порядок. Я поклеил главную комнату декоративным кирпичом, положил ламинат в главной комнате и плитку в ванной, а также купил ванную вместо душевой кабины. Теперь Джаред может наслаждаться. И как раз ванная пригодилась. Сразу же после работы Джаред принял грязевую ванную, чтобы снять стресс. Одни растраты с этой работой. Ночью к Джареду в гости пришла Мегуми. Они общались между собой, и в какой-то момент Джаред предложил заняться в уху Мегуми. Она согласилась. После того, как они закончили, Мегуми собралась и пошла к себе домой. На следующий день к Джареду в гости пришла Белла. Она очень волновалась за Джареда, ведь они долго не общались. И пока Джаред развлекал свою гостью, к нему пришла Мегуми. Я понял, что приглашать в гости двоих это будет, наверное, ошибкой, поэтому решил проигнорировать Мегуми, и она ушла домой. После непродолжительного общения с Беллой, она предложила Джареду съехаться, и, конечно, Джаред согласился. В панели переезда я забрал только Беллу и кошку. И чтобы не читерить, я оставил все деньги в семье год. На следующий день Мегуми позвонила Джареду и пригласила его в ночной клуб на свидание. Джаред был не в силах ей отказать и отправился в клуб. Но так как у Джареда было там очень много фанатов, они не давали спокойно общаться с Мегуми, и поэтому она начала злиться. Когда свидание закончилось, Мегуми сразу же пошла домой, разочаровавшись в Джареде, ведь он не обращал на нее никакого внимания, а общался со своими поклонниками. И сразу же после этого девушка с синими волосами, которая состоит в одной банде, убила оборотня, который состоит в другой банде. Джаред понял, что шутки кончились, и нужно быть осторожным за свою жизнь. Мы сначала испугались, но потом многие начали звонить в полицию. Полиция приехала очень быстро, и Джаред тут же успокоился. Полицейские начали опрашивать свидетелей и осматривать тело. Но девушка с синими волосами не успокоилась. Она, дождавшись удобного момента, напала на полицейского и тоже его убила. После этого Джаред понял, что он не в безопасности. Ведь он думал, что сейчас приедет полиция и арестует убийцу, но не тут-то было. Они бездействовали. После этого Джаред решил поспешить домой, а уже этим же вечером вернуться в клуб, чтобы заработать немного денег. И пока он выступал перед гостями клуба, он заработал 4-ю звезду знаменитости. Сразу же после этого он решил отправиться домой. И если очень внимательно приглядеться, то можно увидеть, что Белла уже беременна. Ей теперь периодически нужно обследоваться у доктора, чтобы узнать, как протекает ее беременность. После первого обследования врач сказал, что беременность протекает нормально. На следующий день Мегуми пришла в гости к Джареду. И пока Белла отходила к врачу, узнавая пол ребенка, и оказывается это будет двойня, Джаред с Мегуми решили заняться непристойностями на кровати, думая, что успеют до прихода Беллы. Но Белла пришла немножко раньше. На удивление, Белла никак не отреагировала на то, что Джаред ей изменил. После того, как они закончили, Джаред попрощался с Мегуми, и она ушла домой. Так как появились свободные деньги, я решил удлинить дом, сделав отдельную комнату для детей в будущем. А пока это будет кошачья комната. И я, кстати, очень вовремя сделал отдельную комнату для детей, ведь практически сразу после этого они родились. Мальчика назвали Тони, а девочку назвали Джоанна. Вы можете заметить, что Беллы дома нету. А все потому, что детей отпустили домой Джареда, а Белли сказали, что ее организм должен восстановиться после таких родов. И поэтому она осталась в больнице под присмотром врачей. И тут для Джареда настал сущий ад. А все потому, что дети просыпались по одному и требовали внимания Джареда. После того, как Джаред подходил к одному ребенку, успокаивал его, ложился спать, просыпался второй ребенок и тоже требовал к себе внимания. После того, как Джаред успокоил второго ребенка, просыпался первый ребенок. И так замкнутый круг. И так как Джаред не успевал отдыхать за это время, он просто терял сознание и падал на пол. И после непродолжительного времени таких подходов дом превратился просто в кучу мусора. Мне кажется, у меня в пылесосе чище, чем в этом доме. Затем пришла Мегуми, чтобы сообщить приятную новость. Она тоже беременна. И от Джареда.
Джаред сказал, что всячески будет поддерживать этого ребенка, но вот только гляньте на его баланс, он и себя содержать-то не может. И после этих слов они снова оказались в одной постели. Этим же вечером Белла наконец-таки вернулась домой. Она была в шоке от количества грязи и пыли в доме, поэтому решила помочь Джареду в уборке. После того, как молодые родители немного прибрались в доме, их дети отметили свой первый день рождения. Как же быстро они растут. Правда, кроватки для младенцев ему уже больше не подходят. А чтобы купить кроватки для маленьких, у них не было денег. Поэтому Джоанна и Тони будут спать пока на коврике на полу. После того, как Белла вернулась из больницы, Джаред понял, что он может сейчас пойти в клуб и заработать немного денег. И во время игры на гитаре Мегуми прислала сообщение о том, что у нее родился ребенок. Мне очень нравится эта девушка с синими волосами. Буквально пару секунд назад она рукоплескала нам, и в этот же момент подошла и просто избила. Я не понимаю, это у нее такая привязанность или что? На заработанные деньги молодая семья купила себе робот-пылесос, чтобы избавиться от пыли и грязи в доме. Но сколько бы этот робот-пылесос не ездил, он никак не чистил этот дом. Единственное, кто был рад этому пылесосу, это кошка, которая просто запрыгивала на него и каталась по дому. Через непродолжительное время дети снова стали немножко старше, но я уже был готов к этому. Поэтому купил им детские кровати, горшок, тумбочку с игрушками, а также 2 стульчика для кормления, чтобы вы не писали в комментариях, какой я плохой родитель. И пока деньги позволяют, я решил немного расширить дом и сделать отдельную комнату для хобби родителей. Пока жизнь Джареда и Беллы шла своим чередом, к ним в гости пришла Мегуми. Джаред немного с ней поболтал и сделал ей предложение. И она согласилась. И в таком случае скоро они будут жить в любовном треугольнике. Я когда начал играть в эту игру, не думал, что здесь такое возможно. Вместо робота-пылесоса я все же купил стационарный пылесос, и он убирает пыль в 10 раз быстрее. Наконец-то в доме будет чисто. В гости к Джареду пришла Мегуми, и наконец-то они решили съехаться. Я решил забрать ее, но, к сожалению, игра не позволяла больше 8 персонажей иметь в одной семье, поэтому котиков решили отдать той семье. После переезда Мегуми пришлось потратить все деньги на расширение дома, а именно выделение отдельно еще комнаты, и я решил выделить еще отдельно кухню. Теперь Мегуми может спать отдельно в другой комнате. Или Белла, тут уже все зависит от ситуации, с кем будет спать Джаред. И я заметил интересную особенность у этих троих. Если Джаред уделял внимание Белле, то Мегуми всячески ревновала, и у них портилось отношение с Джаредом. Но когда Джаред уделял внимание Мегуми, то Белла никак не реагировала на это. Значит, Белла была за свободную любовь, как говорится. Мне очень понравилась эта милота. Как отец 2 детей, скажу так, что это очень реалистично, но не всегда. А Джаред довольно-таки неплохой отец, он постоянно гуляет с детьми. И мне понравилась его позиция. 2 его жены, можно сказать, жены, ходят на работу, зарабатывают деньги, а он постоянно с детьми сидит. Неплохая нянька. А дома он сидит постоянно, потому что сломался мод на работу, и он резко оказался безработным. Ну, такое бывает. И вот двойняшки снова выросли, и они уже пойдут первый раз в школу. И сразу же после этого Мегуми родила еще одного ребенка. И теперь у Джареда 2 ребенка от Беллы и 2 ребенка от Мегуми. Все честно и справедливо. А еще то, что Джаред все время сидит дома, он сейчас вместо того, чтобы играть в клубе, рисует картины. Это повышает его популярность, и он тоже может зарабатывать деньги. И как вы уже убедились, он теперь мега популярный, у него 5 звезд популярности. Он добился своей жизненной цели. Можем его поздравить, ура! Открыв панель с жизненными целями, я увидел, что есть магазин наград. И у Джареда есть 11 тысяч баллов. Посмотрев все плюшки, которые доступны Джареду, я ему решил взять награду «Неустающий». И как я понял, он теперь может не спать по ночам. Это отличный способ, чтобы заработать еще немножко денег. Днем Джаред остается дома с детьми, пишет картины, а ночью идет в клуб и зарабатывает дополнительные 7 миллионы. Я считаю, что это прекрасная инвестиция. И Джаред тут же воспользовался этим положением. Но как всегда в баре произошло нечто ужасное. Я сначала подумал, что это обычная драка, но потом увидел, что местный бандит убивает обычного гражданина. И это уже не обычные разборки между бандами. Но приглядевшись, я увидел, что это полицейский. Он, наверное, работал под прикрытием, чтобы, наверное, посадить за решетку бандитов, но его, видимо, рассекретили. И сразу же после этого начался какой-то ад. Я увидел, что бандит просто упал, и из него начала изливаться кровь. Но я не понимал, кто его бьет, либо еще что-то с ним делает. Я сначала подумал на девушку с волосами синими, но потом я увидел, что она просто танцует и не причастна к этому. А затем я увидел вот эту вот девушку в белой кофте и с окровавленным ножом и понял, что это она сделала. Видимо, нервы у жителей уже давно сдали, и они решили как-то сами брать правосудие в свои руки. Но, как я и говорил, начался сущий ад. Приехал полицейский на вызов, и девушка с синими волосами не растерялась и просто его прикончила. И я подумал, вот тот момент, когда кто-то из жителей должен взять все в свои руки и наконец-то закончить с этим. Ведь она одна осталась из бандитов.
но я никак не ожидал, что это сделает Джаред. Я ему не отдавал никаких приказов, ничего. Он просто подбежал к ней и начал наносить удары ножом. 28 ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Вот так вот и закончилась династия бандитов в этом городе. Надеюсь, этот город будет спать спокойно теперь. Вернувшись домой, Джаред увидел, что Чад тоже вырос. И теперь он пойдет тоже с двойняшками в школу. А еще 3 старших детей прошли обязательный медицинский осмотр и выяснилось, что у всех 3 астма. Вот что значит пыль в доме. Жаль, что я догадался о пылесосе стационарном так поздно. В один момент, придя в клуб, Джаред увидел, как развлекаются местные призраки убитых бандитов. Но это еще не все. Я думал, если бандиты мертвы, то никакого вреда они живым людям уже нанести не могут. Но не тут-то было. Они все равно что-то делали. В какой-то момент я понял, что у Джареда есть большая дружная семья. Даже Мегуми смирилась с тем, что она у него не одна. Деньги уже зарабатываются сами собой и не являются какой-то приоритетной целью. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.